Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимия. И сегодня я предлагаю вам не столько расклад, сколько небольшую, но очень интересную игру, которая будет основана на Таро и которая будет основана на вере в чудо. Если вы хотите стать чуточку счастливее и увереннее в себе, если вы хотите, чтобы вам по жизни все давалось немножко более легче, чем дается сейчас, если вы хотите каких-то приключений, если вы хотите разнообразить свои ощущения эмоциональные, посмотреть, как мир взаимодействует с вами в разных ситуациях и как вы взаимодействуете с ним в разных ситуациях, когда вы меняетесь, что дает это взаимодействие, то эта игра-расклад с помощью мотивашек станет идеальной историей для того, чтобы познать скрытые стороны себя как человека, полюбить себя, посмотреть на себя немножко иначе, увидеть свои достоинства. И вообще, в принципе, наверное, расслабить свои границы, расслабить свою зону самоконтроля, потому что большинство людей очень сильно себя контролируют и, соответственно, лишают себя многих возможностей из-за различных внутренних запретов. Поэтому этот расклад игра предназначен для того, чтобы немножко раскрепоститься и стать чуточку увереннее в себе. Поэтому сейчас я выложу 12 карт в форме расклада 12 домов. И мы посмотрим с вами, какие 12 образов на ближайшие 12 дней вам необходимо примерить на себя, чтобы вы могли посмотреть, а какой же вы на самом деле хороший и прекрасный человек, и как хорошо, и легко, и просто у вас все получается. И как на вас реагируют люди, когда вы ведете себя не так, как вы привыкли, а если вы ведете себя немножечко по-другому. Немножечко по-другому. Так, расклад могут смотреть, естественно, мужчины и женщины. Ну что, давайте начинать. Можно записывать, кстати. День первый. День первый. Жизнь приглашает тебя в путешествие. Воспользуйся приглашением. Не пожалеешь. Значит, что нам нужно сделать? В первый день, после просмотра этого видео, принимайте любые приглашения, которые приходят к вам извне. Главный фактор принятия этих приглашений или предложений должно быть ощущение безопасности и интерес живой. То есть ни в коем случае эта карта не говорит о том, что вам необходимо делать что-то, что вам не нравится. Нет. Делайте только то, что действительно вызывает в вас приятные чувства. Если вы ощущаете какой-то дискомфорт, то значит от этого предложения точно нужно отказаться. Потому что все, что в нашей жизни правильно, то, как правило, не вызывает ни страха, ни дискомфорта. Может вызывать некую инерцию, сопротивление иногда, но это в большей степени касается обучения обычно или работы. А вот все, что касается других каких-то возможностей, не связанных с нашими обязанностями, оно должно быть легко и в кайф. Поэтому в первый день после просмотра этого видео вы должны надеть на себя образ человека открытого, любознательного, заинтересованного в знакомствах с новыми людьми, заинтересованного в новой работе, заинтересованного в каких-то переменах, в поездках, в каких-то новых приятных эмоциях. Вы должны стать человеком, который очень сильно хочет и, самое важное, очень открыт всему новому, что может прийти в вашу жизнь. Это первый день. Запоминаем. День номер 2. Что нужно делать во второй день? Какой образ одеть? Ты невероятно убедителен. Не бойся говорить, просить, требовать то, что тебе нужно. Даже если откажут, это будет отличная тренировка. То есть, если в первый день вы должны быть таким очень легким, заинтересованным, таким непосредственным, как ребенок, то во второй день надо одеть на себя маску требовательности и, может быть, даже строгости. И самое важное, маску такого, знаете, лидера, начальника, руководителя, известного человека публичного, к которому прислушиваются и который не боится говорить то, что он думает. И самое важное, требовать от мира, от пространства, от людей то, что он считает, они должны для него сделать. Опять же, история этой карты говорит о том, чтобы мы соблюдали какие-то этические границы и нормы, да? Ну, то есть вы не можете требовать ни от мира и ни от людей каких-то запредельных вещей, которые могут повредить другим людям.
Здесь речь в первую очередь идет о каких-то ситуациях, где вы можете чувствовать какие-то, я не знаю, недоговорки, недосказанность, какое-то ущемление своих прав. И вы имеете возможность в этот день активно проявлять вот это свое внутреннее фи и говорить: нет уж, ребята, вы мне должны. Или, допустим, вы нуждаетесь в помощи, и вы идете просить помощь у какого-то человека, говоря очень уверенным голосом. Если человек вам откажет, вы просто ему говорите: спасибо, что ты выслушал меня или выслушала меня. Типа, спасибо, что вообще послушал. Да? То есть, понятное дело, что отказы – это нормальная вещь, взрослые люди к ним относятся нормально. Поэтому, если вам отказались, ни в коем случае не обижайтесь, но используйте вот это состояние уверенности в себе во всей последующей своей жизни, когда будут возникать такие ситуации. То есть тренируйтесь, тренируйте уверенность в себе, тренируйте различные ситуации, когда вам надо кого-то в чем-то убедить. То есть развивайте коммуникативные навыки свои. День номер 3. Какой образ примерить на себя, каким нужно быть? Сохраняй беспристрастность и уйми эмоции. Это важный момент, который расставит все по местам. То есть в 3-й день вы должны надеть на себя маску такого очень вдумчивого аналитика, который внимательно слушает, который внимательно анализирует то, что ему говорят другие люди, то, что происходит вокруг вас. Вы должны надеть на себя маску человека, который не эмоционален. Что это значит? Если кто-то будет провоцировать вас на какой-то эмоциональный отклик, вовлекать вас в конфликт, пугать вас, делать что-то еще, вы должны относиться к этому спокойно. Ни в коем случае не впадать в панику, не впадать ни в какие эмоции, а просто слушать. Вот вы просто послушали, потом проанализировали, потом уже будете решать, что делать. То есть вот маску нужно надеть такую на себя. Человека, который сохраняет трезвый взгляд на происходящее, который не является человеком эмоциональным, импульсивным, истеричным, может быть, где-то, а тот, кто вот выдерживает паузу, прежде чем сказать какое-то слово. То есть в том числе эта карта говорит о том, что в 3-й день вы должны сохранять образ такого человека в большей степени молчаливого. Да? Больше слушайте, наблюдайте, но меньше говорите. Переходим ко дню 4, день 4. Ты нравишься людям не тогда, когда хочешь им понравиться, а когда просто остаешься собой. Ты прекрасен в любой своей естественности. Но слова «любой» нет, да, это такая лирическое отступление. 4-й день для вас – это история естественности. Будьте собой, не играйте, не притворяйтесь. Хочется плакать – плачьте, хочется смеяться – смейтесь, хочется что-то сказать – говорите. Делайте первый шаг сами. Не думайте о том, что о вас подумают и скажут. Да? Не думайте о том, как люди отреагируют на то, что вы делаете. Будут ли они вас критиковать, будут ли они вас обесценивать. И ни в коем случае не обесценивайте себя сами. Знакомьтесь естественно. Не пытайтесь как-то приукрасить себя. Будьте собой. Будьте собой. Это самое, наверное, сложное, пожалуй, вот из этих 4 карт. Быть собой – это самая сложная задача. Потому что мы постоянно носим какую-то социальную маску. А эта карта говорит, что маску нужно снять. Будь собой. Говори то, что думаешь. Веди себя, как ты считаешь нужным. Не подстраивайся под кого-то ради того, чтобы понравиться. Не говори чужими словами ради того, чтобы понравиться. Не угождай другим людям, чтобы понравиться. Просто будь собой, и тогда ты действительно понравишься. И тогда ты действительно заинтересуешь себя кого-то. И тогда действительно какой-то человек или, может быть, какая-то ситуация или что-то другое развернется к тебе и скажет: какой же ты классный или какая же ты умница. Я хочу тебя отблагодарить, я хочу тебе подарить что-то прекрасное. 5-й день. У тебя большой потенциал. Ой, у тебя большой потенциал. Карта, которая говорит о том, что в этот день, в 5-й день, вы должны чувствовать себя как человек, у которого может быть все и даже немножко больше. Попробуйте одеть на себя образ человека, у которого
Есть денег, сколько вы хотите, есть работа такая, какую вы хотите, есть семья или отношения такие, какие вы хотите, что у вас все получается. То есть вот прям следите, наблюдайте за тем, как вы что-то делаете, у вас что-то получается, хвалите себя, рекламируйте себя, рассказывайте о себе, не стесняйтесь, не смущайтесь. Не испытывайте ложное чувство стыда, потому что говорить о своих успехах и о своих достижениях – это очень хорошо, прекрасно просто. Ну, пожалуй, наверное, и все. Это главный такой элемент в этой карте для меня – это история про открытость. Про открытость и про гордость за себя в том числе. То есть будьте горды. В 5-й день будьте горды. Чувствуйте, какой вы классный, замечательный человек. День 6. Что нам несет 6-й день? Не знаешь, что делать? А никто не знает. Изучай новое. Это сейчас важнее. 6-й день. Оденьте на себя маску человека, которому очень хочется в своей жизни познать что-то новое. Ни в коем случае не думайте о том, что что-то не получается или вы не знаете, как сделать. Если вы не знаете, как сделать, ищите информацию самостоятельно, то есть превратитесь в человека, который помогает другим найти ответы на их вопросы. Или человека, который помогает другим через какие-то действия, что-то сделать, чтобы показать другим, как делается. То есть на собственном примере показать, а как это бывает, что с этим делать. Очень интересно то, что эта карта встала в контексте работы. 6-й дом в 12 домах – это первое место, с которого начинается история нашей ответственности, наших обязательств, нашей работы. То есть это карта, которая говорит нам о том, что в вашей работе, наверное, у большинства людей, кто действительно сейчас вовлекается в этот расклад, какие-то туманные пока вроде бы перспективы на работе. Но уже сегодня и сейчас вам нужно активно задуматься о смене деятельности или о смене работодателя, или о развитии нового направления, какой-то новой формы занятости, может быть, даже так. То есть что-то в вашей работе поменяется в ближайшее время, и, наверное, сейчас вот самый тот момент, когда нужно начинать учить что-то новое, потому что именно ваше новое и станет вашей работой в вашем будущем. Дальше, 7-й день. Что делаем в 7-й день? А в 7-й день вот что мы делаем. Ты прошел этот квест, я тебя поздравляю. Теперь ты готов к новым приключениям. Ощутите себя человеком, у которого только что исполнилось какое-то грандиозное желание или решилась какая-то грандиозная проблема, задача какая-то решена, какая-то работа принесла вам пользу. Ваша задача не просто это вот как-то увидеть, может быть, представить в своей голове, но еще ощутить прям вот физиологически, да, как вы радуетесь, какие вы эмоции испытываете, когда в вашей жизни какое-то дело завершается, когда вы такие: вау, блин, я молодец, как классно, мы сделали это. Замотивируйте себя, вдохновите себя. То есть 7-й день ваш образ – это вдохновение. Вы вдохновляете других людей, вдохновляете себя и хвалите себя, что вы молодец, что теперь вы бежите дальше или летите, или едете, что все у вас получилось. И дальше будет получаться точно так же. 8-й день. Какой образ одеваем в 8-й день? 8-й день. 8-й день. Ух, наконец-то долгожданные перемены. Держись. Будет страшно интересно. Пыс-пыс. Мир подарит ценный приз. Слушайте, ну какие-то мотивашки прям вообще просто от таз, мне хочется сказать. Очень-очень мотивирующий расклад на самом деле получается. В 8-й день вы должны одеть на себя образ человека, который первый раз идет по какому-то новому маршруту. Человека, который подписал предложение о работе и выходит работать в новую организацию. Человек, который первую ночь ночует в своем новом жилье, который ему так нравится, так нравится. Человек, который первый раз одевает какое-то вожделенное платье красное там, или костюм какой-то мужской красивый, какое-то торжество, что-то такое. Вот, то есть такие, ваша задача испытать такие эмоции и как-то вот якориться на них в течение дня.
представить себя, да, ощутить себя даже, я бы сказала, человеком, у которого, правда, в жизни все меняется. Очень сильно, кардинально. День 9. День 9. Самый щедрый мужчина одарит и любовью, и подарками, и заботой. И еще и руки растут откуда надо. Для мужчин эта история говорит о том, что вы, мужчины, в течение 9-го дня должны почувствовать себя человеком щедрым. Вы должны говорить комплименты, дарить подарки, заботиться о ком-то, проявлять свое вот мужское качество такое, знаете, заботы. Какая она мужская забота? Она такая вот очень мягкая, такая вот обволакивающая, я не знаю, женщина рядом с мужчиной, который о ней заботится, чувствует себя девочкой, да, когда вот большой этот красивый дядька тебя держит в своих руках, и тебе так хорошо, так спокойно и так безопасно. В свою очередь, если вы женщина, вы должны дать возможность мужчине помочь вам. Будьте беззащитнее, да, то есть не будьте женщиной, которая самка, как некоторые называют, женщина-самка, то есть женщина, которая сама всегда, сама. Я сама, отойдите от этого «я сама». Позвольте человеку открыть дверь, позвольте мужчине донести сумки, позвольте мужчине что-то сделать вам, там, я не знаю, подать вам руку, какой-то комплимент вам сказать. То есть учитесь реагировать на это как женщина. Не как женщина, которая, да пошли нафиг эти мужики, все козлы. Нет. Как женщина, которая любит себя, ценит себя и уважает себя, и уважает мужчину. И ценит, и любит его. И понимает, что мужчина это безопасно, это хорошо, это приятно. То есть позволяет мужчине быть мужчиной. День 10. Что у нас в 10-м дне? В 10-м дне. А кто это у нас такой хорошенький? Иди вперед, у тебя все получится. Умиляйтесь себе. Это день самолюбования. 10-й день, день самолюбования. Да? Часто смотрим в зеркало, часто подходим, смотрим на свое отражение в магазинах, витринах, на улицах, где-то еще, на фотографиях, на видео. Умиляемся собой, говорим, какой же ты классный, какая же ты хорошенькая у меня, куколка моя. У тебя все получится, подбадривайте себя. 10-й день – это день, когда вы должны постоянно себя подбадривать. Говорить себе приятные вещи, какие-то маленькие приятные себе делать подарочки. То есть вот чувствовать, что вы есть. Вы есть. День 11. Не время расслабляться, сохраняй контроль и доверься своему чутью. 11-й день говорит нам о том, что вы должны одеть на себя образ человека очень занятого, человека очень внимательного, человека, который сохраняет контроль за всем, что происходит в его жизни. Человека, который не спрашивает других советов, человека, который не дает советов никому никаких, пока их не попросят. Человек, который вообще не касается других людей, а касается только себя. То есть в 11-й день вы должны полностью полагаться на свои ощущения внутренние и прислушиваться к своим телесным реакциям. Вот такая история. Может быть, даже немножечко про йогу. Да? То есть научись чувствовать свое тело, я бы сказала так. В 11-й день вам нужно научиться чувствовать свое тело и не делать того, что тело делать не хочет. День 12. Вокруг тебя есть те, кто ест твое время. У них-то все хорошо, а у тебя? Отказывай им без сожаления, когда занят важными делами. Ваша задача в 12-й день стать человеком, которому очень тяжело пробиться. Ни с кем не болтаете, ни с кем не встречаетесь, никого не слушаете, ни на кого не тратите свое время, занимайтесь только собой. Исключены любые разговоры, болтология, звонки на работе, там, дома, просто так. Только по делу. Только по делу. Если действительно у человека какое-то важное дело, какой-то важный вопрос, вы можете с ним поговорить. Но те люди, которые сливают на вас что-то, и вы не можете от них оторваться, не можете сказать им «нет», не можете не брать трубку, может быть, или не встречаться.
очевидно, в этот день особую опасность для вас представляют. Поэтому постарайтесь 12-й день стать нехочухой. Говорить не хочу или не могу, ходить куда-то не могу или не хочу, хочу вот какими-то заняться своими делами. И займитесь какими-то важными делами, потому что 12-й день предписывает в данном случае решить какие-то очень важные вопросы в своей жизни. То есть вы должны стать собранным человеком, именно собранным, и заняться решением каких-то важных вопросов. 12-й день имеется в виду с момента просмотра. 12-й день с момента просмотра. Поэтому берегите себя, попробуйте воспользоваться этими подсказками и прямо-таки поиграть с ними, а потом посмотреть на некий результат. Что в вашей жизни произойдет? Как за 12 дней изменится ваше состояние? Что оно вам даст? А на дне колоды у нас карта под названием «Страшно». Страшно? Делай и не бойся, ты крут как никогда. То есть всякий раз, когда вы боитесь, подойдите к зеркалу, посмотрите на себя, увидьте свою крутость, почувствуйте ее. И снова приступайте к тому делу, которым вы занимались. Потому что как только вы это сделаете, вы будете чувствовать себя еще лучше до того, даже лучше до того момента, вот прежде чем вы начали. А с вами была Вероника Никитенко и Центр Алхимии. Я желаю вам хорошего настроения, исполнения всех желаний. Покупайте мотивашки. Эта колода отлично поднимает настроение и самосознание, улучшает в том числе. Клацайте на ссылки в описании к видео. До новых встреч и пока-пока.